Друзья, всем привет! Сегодня буду собирать модель грузовика в 43-м масштабе ЗИЛ-132РС. Красить его буду, конечно же, кистью. Деталей в этом наборе не очень много, вот так в один пакет свалены и прозрачные, и металлические детали. Основные части этой модели сделаны из смолы очень не очень качества. Для начала нужно избавиться вот от этих некрасивых литников. Дальше понадобились резательные инструменты для того, чтобы обработать все вот эти детали, и пару листов наждачной бумаги, чтобы довести их до ума. Деталей из пластика здесь не очень много, поэтому сразу срезаю их с литников и приступаю к сборке. Пластик и смолу соединять между собой буду с помощью клея B7000. Приклеиваю только мелкие детали, основные части, кузов, кабину, шасси не соединяя между собой, для того, чтобы мне было удобнее все это дело красить. Вот в таком виде модель отправляется в покраску. Первым делом грунтовка белого цвета, наносить ее буду из баллона на расстоянии сантиметров 20 от модели, вот такими легкими движениями, прерывистыми, аккуратно грунтовку эту наношу. Пока грунтовка засыхает, еду в лес за содержимым кузова этой модели. Это будут большие ровные бревна. По пути собрал немного натуральных материалов для своих диорам. С помощью мха можно имитировать мелкую растительность как на суше, так и в воде. Камни — это вообще самая простая вещь, которую можно использовать на любой абсолютно работе. Собираю их за городом с помощью сита, просеиваю, пересыпаю в банку и дома уже промываю. И самое интересное, ищу высокий сорняк, аккуратно его подкапываю, чтобы корень не повредить, и также вынимаю не резко. После корень обрубаю, и по сути это готовое дерево для диорамы. И, собственно, то, зачем я сюда пришел, бревна для моего грузовика. Самым идеальным вариантом для имитации бревен в масштабе будут очень сухие ветки, с которых уже начинает сползать кора. Найти такие можно около воды. Набираю их и телепортируюсь домой. Мне понадобится маленькая пила. Я сделал одну заготовку и с помощью нее делаю разметку на всех ветках. Отпиливать буду с помощью гравера и вот такой насадки. Диаметр диска небольшой, поэтому отпиливаю аккуратно с разных сторон. Самое главное не ломать, потому что срез получится некрасивый. Лучше все вручную допилить. Мне очень понравился результат, и на многих бревнах даже видно годовые кольца. Последний элемент грузовика, который необходимо собрать, колеса, отделяю диски и вставляю их в покрышки. Настало время поработать кистью. Кабина будет красного цвета, и красный цвет не очень укрывистый. И если его положить сразу на белый, будут очень большие просветы. Поэтому для начала я наношу тонкий слой грунтовки темно-ржавого цвета. Раму и всю ходовую часть просто крашу в темно-серый. Пастельный и средний синий смешиваю между собой, и в этот цвет крашу кузов. Сначала в выступающие части, и потом в отдельности каждую из ячеек крашу. Внутреннюю часть кузова крашу в последнюю очередь вот такими размашистыми движениями, и слой получается ровный. Жидко разбавив черный цвет, крашу во второй слой ходовую часть поверх темно-серого, так немножко пообъемнее детали будут. Светло-синим цветом на кузове прокрашиваю только лишь выступающие части, это также придаст очень хороший объем. Результат прям видно сразу уже. Это самая дешевая кисть, я очень люблю ими красить, и для начала их нужно подготовить. Вырываю все лишние волосы, потом смачиваю водой, выравниваю и подрезаю для того, чтобы кисть стала похожа на перо. Теперь можно делать и широкие линии, и тонкие. В ярко-красный цвет добавляю немного оранжевого и темно-красного.
И получившийся цвет будет основным цветом кабины. Наношу его с помощью подготовленной заранее кисти. Краску водой разбавляю достаточно жидко, но таким образом, чтобы она в один слой покрыла всю поверхность. И спустя некоторое время убираю подтеки. Не знаю, в чем магия, но всегда самой дешевой кистью у меня получается самый ровный слой. Дальше темно-красным цветом выделяю все углубленные части кабины, а наоборот светлым, соответственно, выступающие. Приборную панель крашу в черный цвет, внутри тоже все покрасил в черный и сиденье в серый цвет. После начинаю прокрашивать отдельные элементы кабины. Методом сухой кисти металликом выделил решетку и потом деталь вокруг нее покрасил. Дальше крашу детали белого цвета, наношу его в 2 слоя. В черный цвет мелочи крашу в последнюю очередь, это фары и зеркала. Границу между черным и белым равняю жидко разбавленной масляной краской, а с помощью черной смывки прокрашиваю углубление решетки. Колеса буду красить в цвет темных шин, и для начала грунтую их в белый цвет. Поверхность очень рельефная, и чтобы краска на нее ложилась лучше, покрышку я смочил водой. После покрышки крашу диск в черный цвет. Беру светло-серый цвет и, не разбавляя его водой, прокрашиваю протектор, просто проводя покрышку о кисть. И завершающий слой колес — это просто смывка черного цвета, на всю поверхность ее наношу. Возвращаюсь к кузову и углубление на нем проливаю темно-синим цветом. После нанесения кузов ставлю под углом, чтобы проливка стекла в одну сторону. Теперь беру на кисть светло-голубой цвет и вытираю ее максимально насухо, и прохожусь только по самой геометрии кузова, то есть по самым крайним частям. Это маркер Chrome с зеркальным эффектом, с помощью него крашу отражатели в фарах и ручки дверей. В прозрачно-оранжевый цвет крашу поворотники и фонари на крыше. А задние фонари крашу в прозрачно-красный цвет с обратной стороны и прохожусь черной смывкой. Уплотнительные резинки стекол крашу в черный цвет. Завершающие маневры на кабине слегка светло-светло-красной краской прохожусь по выступающим частям и темно-коричневой смывкой выделяю двери. Излишки смывки убираю ватным диском с помощью растворителя. После установки стекла на свое место фиксирую его в углах с помощью лака и таким же образом вставляю все остальные стекла. После стекол устанавливаю дворники тоже на лак. Линзы фар сначала просто устанавливаю на свое место и дальше с помощью глянцевого лака фиксирую и покрываю всю линзу. В наборе, кроме кривых деталей, не было ни номера, ни шильдика, у меня остался он от прошлой модели в виде декали, приклеиваю его на основу из фототравления, предварительно окрашенную в черный цвет. И устанавливаю номер на свое место. Дальше ставлю колеса, они одеваются на металлическую ось.
Остается установить кабину на свое место, и на этом сборка модели завершена. Но самый главный элемент — бревна загружаю в кузов и подпираю с помощью досок, просто чтобы показать вам, как он выглядит с бревнами. На диораме их в кузове не будет, поэтому нет никаких цепей, конструкций, фиксирующих их. Вот, смотрите, и больше вы его таким не увидите. Всем до новых встреч, комментарии, лайки и балалайки.